Всем привет! В этом видео я расскажу, как сделать реверс двигателя. Очень просто, с помощью двухканального реле времени. Обзорчик на это реле есть у меня на канале. И также я на него оставляю ссылочку на AliExpress, можно заказать данную модель. В общем, задача состоит в следующем. Нужно, чтобы двигатель при включении какого-то питания вращался в одну сторону. Потом при желании вы можете его выключить и включить, чтобы он вращался в другую сторону. И также с помощью этого реле еще можно сделать, чтобы это все происходило по времени. То есть определенное время двигатель вращается в одну сторону, затем останавливается, какой-то идет промежуток времени, и этот двигатель начинает включаться и вращаться в другую сторону, затем выключаться, и это так по циклу. Например, вы хотите сделать, чтобы в инкубаторе яйца переворачивались через время. Сначала крутился двигатель в одну сторону, двигал площадку, затем в другую. Это для примера я привожу. Также может быть это множество механизмов, в которых нужна такая задача. И сейчас мы все это сделаем и настроим. В общем, для начала мы берем тут такой двигатель я взял. Это, скорее всего, какого-то старого магнитофона. Припаял провода. Цвет одинаковый, потому что полярность будет меняться. Неважно, в какую сторону он изначально там будет крутиться. Эти провода мы подключаем к центральным контактам каждого из реле. То есть здесь два реле независимых, 3 контакта у каждого. И получается, что центральный контакт это ком. Он идет с каким-то контактом изначально нормально замкнут, а с каким-то нормально разомкнут. Вот нам надо к центральным контактам подключить этот двигатель. Вставляем проводочки, центральные контакты, подключаем, затягиваем. Вот. Провода подключены. Они идут на двигатель. Дальше нам нужно будет на вот эти подключить питание. Питание я буду брать с блока питания. И также я воспользуюсь шим-регулятором. Тоже ссылку оставлю, вдруг кому нужно. Там есть разные модельки. Шим-регулятор регулирует скорость вращения двигателя. Если я просто подам на него 12 вольт, то он будет очень быстро вращаться. Я хочу, чтобы было заметно, как он вращается. Я сделал вот такой кружок. Чтобы не сильно быстро, я ограничу скорость вращения с помощью вот такого шим-контроллера. Ссылочку тоже оставлю в описании, может кому надо. И с него я буду брать питание. Я подготовил вот такие проводки. Получается, у нас черный будет минус подаваться, а красный это плюс. Мы берем нормально замкнутые контакты. То есть, когда реле выключено, 2 контакта из вот этих какие-то заняты. Можно проверить, так как они подписаны на китайском, непонятно, какие из них нормально замкнутые. Я беру мультиметр и проверяю, какие из них накоротко замкнуты. Эти разомкнуты, вот эти 2, а вот эти 2 замкнуты. И значит вот эти 2 замкнуты. Значит на вот эти контакты я буду подавать минус с блока питания. Я уже приготовил вот такой проводок с перемычкой. То есть на вот этот контакт мы подаем минус. И на вот этот 2 минуса. Они вместе соединены. Подключили. Затягиваем. Затянули. На оставшиеся 2 контакта мы подаем плюс. Также у меня есть вот такая заготовочка. Вот так вот подключили. И эти провода я теперь подключаю к регулятору оборотов. Тут также контакты подписаны, минус и плюс. Все, схемка наша готова. Осталось запитать наше реле, тоже подать на него питание плюс-минус. Также я беру провода. Реле питается от 7 до 30 вольт, поэтому если у вас система на 24 вольта, то сюда 24 вольта тоже можно подавать. Вообще реле рассчитано на питание от 7 до 30 вольт. У меня все будет на 12.
Я буду с блока питания подавать 12 вольт. Схемка наша готова. Подаю питание. Сейчас пошло питание на реле, на преобразователь. Но так как тут по умолчанию выключено, здесь на мотор подается два минуса. Минус идет на желтый провод первый и минус идет на желтый провод второй. При включении какого-то из этих реле, например, вот это реле включится, здесь сюда подастся вместо минуса подастся плюс. Сюда плюс, тут остался минус, двигатель начнет вращаться в какую-то из сторон. Потом мы это реле отключаем, включаем это реле, то есть тут будет минус, а здесь переключится с минуса на плюс, подастся плюс на этот провод. И двигатель начнет вращаться в другую сторону. Вот сейчас здесь стоит программа 1.2. По сигналу триггера, здесь один триггер, вот второй. Берем, включаем один триггер. И двигатель добавляем оборотов. Вот, начинает вращаться в одну сторону. Выключаем. Включаем второй триггер. Двигатель начинает вращаться в другую сторону. Также выключаем. Если нужно включить в эту сторону, включаем этот триггер. Если этот, включаем вот этот триггер. Вот так работает. Можно выставить в настройках без фиксации. То есть это программа 1.2. Можно выбрать 1.3. Сохранить. То тут будет без фиксации. Пока мы удерживаем, мотор крутится. Убрали сигнал, мотор выключился. Подаем второй сигнал. Мотор крутится в другую сторону. Убираем сигнал, мотор перестает крутиться. Вот так настраивается реверс. И здесь есть еще интересная функция. То есть мало того, что мы можем по сигналу, это может все происходить автоматически. Либо просто по сигналу на определенное время. Я здесь время не задавал, но в какой-то из программ можно выбрать, где задать время работы. Например, будет вращаться там 10 секунд, 20 секунд, в минутах, сколько вам нужно, можно выставить. И сейчас я покажу, например, для автоматической вообще полностью работы, без триггеров, без всего, просто будет при подаче питания включаться, работать по времени определенное количество, потом будет промежуток времени в выключенном состоянии, и потом будет крутиться в обратную сторону. Это у нас самая последняя программа, P4.8. Здесь у нас выбирается значение. Я поставлю, например, чтобы долго не ждать, 5 секунд А. Переключаем Б. Например, 3 секунды. С 5 секунд. И D поставим 2 секунды. Сохраняем настройки. Вот, сохранились. И теперь при подаче питания я выключаю питание. Подаем питание. И реле начнет работать автоматически. Включилась в одну сторону. Отработала 5 секунд. Выключилась. Теперь крутится в другую сторону. Отработала время. Выключилась. Опять ждет. И включается обратно в первую сторону. Это время можно выставлять в минутах, то есть до 999 минут простое. Например, вам не нужно, чтобы оно часто включалось, а через там несколько часов вы ставите там 100, 200, 300 минут, сколько вам нужно. И получается вот такой режим работы с реверсом. Вот так работает реверс с помощью данного реле. Всем спасибо за просмотр, всем пока.